Самое яркое впечатление для меня, пожалуй, это понимание геологии южного берега Крыма, происхождение вообще этих гор. На втором месте по значимости лично для меня, наверное, подтверждение фактическое моей гипотезе происхождения зерновых ям, которые очень известны на пещерном комплексе Бакла. Вот. Ну а третье, наверное, самое значимое, это открытие новой неизвестной крепости, звездной крепости, форта, который находится на территории Севастополя, но о котором пока еще никто не знает. То есть нам не удалось нигде найти сведения о том, что кто-то где-то когда-то его рассматривал как именно звездную крепость. А она есть. Причем гигантская, гигантских размеров. Ну как вы ее обнаружили? Сначала с воздуха, с помощью там Google карт или ногами нашли? Нет, это вот тот редкий случай, когда находишь не с помощью аэрофотосъемки или Google карт. У меня имеется такой опыт, я дважды находил валы звездной крепости именно с земли сначала, а потом уже находил подтверждение с воздуха. Это, во-первых, в Пскове, на территории, которая сейчас занята реконструируемыми частями Псковского Кремля. Там, значит, на земле я видел один лепесток. Решил проверить свою версию, в 300 метрах нашел второй, а потом уже с помощью спутниковых снимков абсолютно точно определил ее конфигурацию этой звезды. Псковскую крепость построили поверх нее. А потом второй такой же момент у меня произошел в Сходне Московской области. О Сходне у нас вообще самые интересные такие сведения, что там она появилась вообще только во второй половине 19 века, и что там были дачи зажиточных горожан, москвичей. Ничего о прошлом Сходне неизвестно. Тем не менее, проезжая на электричке, я увидел характерные уже привычные мне валы, имеющую, так предположительно, определенную геометрию. А потом уже, благодаря спутниковым снимкам, я абсолютно четко определил несколько ее бастионов. Причем она очень большая по своим размерам. И в 2 или 3 яруса сохранились до наших дней ее юго-восточная часть, где 2 бастиона полностью целиком сохранились, один частично. А по центру этой крепости сейчас стоит большой микрорайон, там 16-этажные дома. Вот. Ну и примерно такая же история у нас произошла в Севастополе. Когда мы изучали так называемую Максимову дачу, Максимова дача — это довольно крупный такой объект, там сейчас как ландшафтный заповедник, около 90 гектар. Он принадлежал в свое время главе города Севастополя. И довольно загадочная история самой этой дачи. Потому что ему помогал в обустройстве один известный архитектор, тот же самый архитектор, как ни странно, который создавал памятник затонувшим кораблям. И это, как бы мы сейчас назвали, ландшафтный дизайн. То есть там под старину якобы строили домики, там с флигелями, гроты, аллеи, дорожки. В общем, Версаль такой своеобразный. В общем, ландшафтно-парковый такой архитектурный заповедник. Но почему-то этот глава, он застрелился. Никто до сих пор не знает почему, по какой причине. И вот выяснилось, что этот заповедник находится прямо у подножия высокой горы. Одним из уступов этой горы вот является как раз такой самый лепесток, то есть бастион. Мы начали изучать его и обнаружили, что сохранилась буквально половина из большой звездной крепости. И несколько бастионов как раз вот граничат с этой местностью, где расположен парк, вот Максимова дача. Он отличается от прочих тем, что он полностью террасирован. Сохранились не только террасы, укрепленные стенками, камнями, но и лестницы, лестничные марши, по которым, видимо,
караулы могли обходить крепость по всему периметру на разных ярусах. И еще одно замечательное наблюдение совершенно. Мы разговаривали с женщиной, ну там просто пожилая женщина такая, яблоки продавала. Мы спросили ее, известно ли о том, где она живет, потому что там сейчас такое садовое товарищество. И, в общем, горожане там летом проживают, где выращивают там, ну, на приусадебных участках овощи, фрукты. И вот эта вот пожилая женщина, которая признала, что она не дружит с интернетом, у нее даже телевизора нету в доме, но она давно знает, что это действительно была крепость. Потом ее соседей мы пытались опросить. Никто не в курсе, никто не знает. Никто ничего не слышал об этой крепости. Вот одна эта любознательная женщина, она подтвердила, да, мы знаем, вот здесь вот бастион, вот там бастион, тут остатки башни. Вот. Мы эту башню пытались исследовать, но она в очень печальном таком состоянии, потому что камень, который был, ну, стены обложены, он снят, ну, демонтирован, вероятно, люди разбирали на хозяйственные нужды, а осталась только забутовка внутренняя. То есть с обоих сторон стены разобраны, а то, что было между ними, ну, камнями, раствором закидано. Вот эта вот забутовка осталась, ее видно сейчас. А самой стены, конечно, нет. И уже невозможно сделать реконструкцию, какой высоты эта башня была. Вот. И только вот конфигурацию. Она почти идеальный круг.